Димаш реакция. Любовь уставших лебедей. Это что-то нереальное, ребята. Димаш реакшн. Ребята, всем привет! С вами Орлеана. Сегодня мы с вами вместе посмотрим выступление Димаша с песней «Любовь уставших лебедей». И я хочу записать свою реакцию, я еще не смотрела это видео. Я всегда люблю записывать реакции настоящие. Никогда я уже посмотрела что-то, мне уже не интересно записывать, если я знаю, что там будет. А вот я сейчас ничего абсолютно не знаю про эту песню. Эта песня набрала уже больше 11 миллионов просмотров на ютубе. Давайте будем смотреть вместе. Сейчас будет, ребята, что-то классненькое. Посмотри не в глаза, ты прости мне, я сожалею. Посмотри мне в глаза. То есть это, в принципе, та тесситура, которую поет тенор. Но посмотрите, насколько богатый и низкий регистр. Я люблю тебя, жизнь моя, без тепла. Еще он часто использует vocal fry или штробас, мы это называем, да? За тобой болею, удержать не смогли, мы устали. Действительно поет душой. Вот он как бы в каждый звук он погружается максимально. Вот потрясающее качество. Это, вот как раз этим и проверяется настоящий артист. Может ли он вот так вот раскрывать свою душу через песню? Это здорово. Нам очень трудно, я совсем один. Совсем академический, что-то среднее между микстом и академическим вот этим вот звуком, да, округленным, но не совсем округленным. Без любви ничего не нужно, не могут. Боже, какие у него низа! Это просто... Как он это делает, это вообще потрясающе. Я любитель низких нот, потому что я люблю низкие голоса, вообще низкого регистра. Я балдею всегда от таких нот. Хорошо, поехали дальше. О, да, хорошо. Мне нравится его кантилена, очень такой льющийся звук. Мне нравится вот это вот состояние, в котором он находится, когда он поет, да? Молодец. Боже, вот эти низкие ноты, они у него так звучат. Я не знаю, я прямо радуюсь. Я могу только штробасом взять. У него это практически тоже штробас, но нет, все-таки это такой прямо баритональный окрас в низком регистре. Фух, да, конечно. Я не знаю, слышите вы эти моменты или нет, но просто так как я занимаюсь вокальной техникой именно, да, я всегда цепляюсь за вот эти технические моменты. Я прямо поражаюсь то, как он это делает. Вот он, с одной стороны, вроде пользуется больше как академическим посылом звука таким, да, правильным таким классическим звуком, но при этом он не сильно это округляет сейчас, да, то есть это такое вот среднее, что-то вот, как у нас раньше на эстраде был такой всем известный, любимый певец Муслим Магомаев, но он прямо баритон, да, он баритон, конечно, нельзя сравнивать Магомаева и Димаша, потому что Димаш тенор все-таки пел примерно в такой же манере, то есть вот именно в манере, да, то есть не голос похож, голос, конечно, совсем другой, но вот эта вот манера такого, знаете, очень культурного звука, очень такого благородного. Это именно не настоящий академ-оперный вокал, да, а это вот что-то среднее между эстрадным звуком и академическим. Вот это вот такая прямо самая тонкая грань, такой баланс между этими двумя школами.
вот он все миксует абсолютно. То есть вот сейчас была первая фраза была такая академом, да, усиленным таким. Потом раз, снова собрался и снова идет больше в эстрадной манере, да, более такой широкой, раскрытой, такой, больше идет как бы в горизонталь, не в вертикальку, да, уходит академическую, а идет все-таки приближается к горизонтали. Ух, да, красивая песня, очень. Ну, это прям его стиль, мне очень нравится вот эта песня с его русским языком, шикарно, с его голосом. О, Димаш поражает, знаете чем? Сейчас перешел в субтон, да? То есть вначале он пел на октаву ниже, а сейчас перешел на октаву выше поет. И таким вот нежным звуком, даже, кстати, в самом-самом начале мне немножечко напомнило манеру пения Димы Билана. Ну, не ругайтесь прямо сейчас, сильно не ругайтесь. Я не сравниваю Димаша с Димой Биланом, но прям оттенки голоса, я не знаю, прямо эту фразу сейчас отдельно послушайте, не напомнит ли вам это. Классно, тоже очень здорово. Видите, как он здорово владеет именно оттенками голоса, то есть таким правильным звуком, да, классическим, настоящим, сейчас переходит в эстрадные фишки. То есть вот этот субтон показывает, да, переходит в головной голос. Да, такой, знаете, субтоновый микс такой. Классно, слушайте, вообще здорово. Все, слушаем дальше. Молодец. Он вот тут, знаете, нельзя, можно сказать, что просто Димаш это действительно гений, да, вокальный. Вот он действительно гений. Я не слышу ни одного момента, который бы мне не нравился. Вот реально. Настолько каждый звук тонкий и оправданный. Вообще. Даже внутри такие мурашки. Я немножко справляюсь с этими мурашками. Но здесь он таким... Здесь он достаточно таким правильным. Тоже я, знаете, сейчас даже мне интересно переслушать, потому что... Сейчас, вот надо что-то вам сказать. Здесь тоже такая прямо средняя позиция между эстрадной и академ. То есть нельзя сказать, что это академ округленный, нельзя сказать, что это полностью эстрадный звук. Но ближе, конечно, к эстрадному, такой, знаете, вот квадрат хороший по форме. У меня методика вокальная, она вся выстроена на вот этих вот геометрических фигурах. Я ученикам объясняю звук через формы, именно через эти. Молодец. Знаете, ну, я ничего не могу сказать, кроме того, как это гениально. А здесь слышно... Причем я это более странно делаю, а у него это академ, такой вибрато в конце было. Лебеди, лебеди. Ну, конечно же, для мужского голоса это очень высокие ноты, да. Это очень высокие ноты, и вы знаете, этот голос у него настолько сейчас... Короче, давайте без слов, просто у меня нет слов, то, как он это делает. Это гениально. Сейчас то, что вы слышали, это был академический звук, такой более, да, вот ближе. Я буду так смотреть, вот Димаша я когда разбираю, я говорю либо более эстрадный, либо более академический, да. Вот сейчас это был академический, но который все время перетекает в эстрадный звук. Это чудесное, знаете, умение
настолько классно владеть вот этой вокальной позицией, что он может ей управлять просто, как, знаете, коробку передач переключать на автомобиле. Скорости. Круто, круто, просто божественно, вот просто божественно. Как он это делает. Ух. И, ребят, я не могу просто так это смотреть долго. Если мне нужно что-то сказать, я просто хочу сказать, что я не могу не подобрать никаких других слов, кроме того, что это гениально. Это гениально. Боже, просто потрясающе. Вот. Дальше смотрим.